Друзья, всем привет! Видно, слышно меня, надеюсь, хорошо. Так, у нас с вами сегодня эфир "Вопрос-ответ" специально для учеников. Кто в первый раз, а некоторые, я уверен, в первый раз, напоминаю, как проходят такие эфиры. В первую очередь я отвечаю на вопросы, которые вы задали в форме. То есть у нас идет ответ на вопросы сначала из формы. В чате учеников и на имейлах была форма. И в первую очередь на них я отвечаю. Во вторую очередь я отвечаю на вот эти вот вопросики, которые появляются в чате. Поэтому пока слушайте, пока собираетесь с мыслями, пишите смело вопросы в чат. Я после того, как отвечу на вопросы из таблички, вот так вот они выглядят у меня, табличка с вопросами, перехожу к вопросам в чате. Все очень просто. Итак, у нас сегодня неплохо так вопросов. Итак, поехали, друзья. Значит так, Марк, первый вопрос. АЕ – один из основных трендов. 26 год. Оцениваю вашу информацию по АЭ, например, типа ИВ, ТГ, как одну, честно, я не понимаю, что такое АЕ типа ИВ. АЕ Artificial Intelligence или что АЕ? М, Когда пишете аббревиатуры, старайтесь, чтобы эти аббревиатуры были общеизвестные. А, Ну окей, спасибо за высокую оценку. Что такое АЕ? Пока не понял, может, потом пойму. Планируете ли вы написать электронную книгу? Планирую, но не сейчас точно. Так, Анатолий. Анатолий, добрый день, Игорь. Спасибо большое за ваши курсы. Класс, Анатолий, и вам большое, огромное спасибо за отзыв. Прошел курс по Google Maps и AI-маркетинг. У меня бизнес по ремонту бытовой техники в США. Суть бизнеса – выезд мастера по адресу клиента, нет офиса. На Google карте очень важно иметь адрес. Да, лучше несколько адресов в разных районах. Да, не так давно Google опубликовал правила, по которым один и тот же бизнес не может иметь второй офис в радиусе 2 часов езды. Я оформил второй бизнес на имя партнера. Все лицензии, все оформлено. Через год работы Google рекламы, второй аккаунт заблокирован для рекламы. Но есть в Google картах. Нет возможности что-либо изменить. Неоднократные разговоры с Google поддержкой ни к чему не привели. Нанимал специалистов по разблокированию. Они тоже писали письма, нет результата. Они даже и не дают информацию почему. Мои подозрения в том, что я контролирую оба аккаунта с одного компьютера и телефона. И так как эти бизнесы находятся в радиусе менее 2 часов езды, один заблокирован для Google рекламы. Значит, мое мнение, что если все остальное ок, то это причина слишком мелкая для блокировки аккаунта, если все остальное ок. Вот мне интуиция подсказывает, что тут, скорее всего, а, проблема, из проблема не в рекламе, не в 2 часах езды в втором офисе. Ну, такая вот интуитивная. Естественно, я точно не могу сказать, я не вижу, но интуитивно там не в этом проблема. Проблема, на мой взгляд, или в платежных данных, или в чем-то еще. То есть там, мне кажется, проблема совсем не там, где вы гадаете. М, Ну, не выглядит это как проблема уровня блокировки аккаунтом, типа 2 бизнеса, 2 часах езды, множество так рекламируется. Да, есть правила, но, ну, там предупреждение будет, но не нарушение. Мне кажется, там какая-то или глубже проблема, или вы попали просто под горячую руку, под чистку. Вас решили, что вы там, типа, нерекомендуемый рекламодатель для Гугла, и вас забанили. А выход – пробовать создать. Я бы пробовал создать новый аккаунт рекламы. Вторая ситуация от этого же, так, это Анатолий тоже пишет. С основной компанией я просто меняю адрес
на более хороший район. Все документы в порядке. Как только бизнес выходит в выдачу Google Maps, прилетает проверка адреса. Как только меня адрес на тот, который удален 40 минут от города, проверка проходит мгновенно. Как увеличить присутствие в регионе? Зарегистрировать второй адрес на одну и ту же компанию, но поменять основную категорию бизнеса. Фиксирует Google IP-адрес. Нужно реально находиться на новом адресе и выходить в интернет с нового адреса. Что-то можно сделать со вторым аккаунтом или похоронить его. Смотрите, вы сейчас смешали в одно все вместе. Вам нужно четко разделить Google карты и Google Ads. То есть сами карты как сущность и реклама на Google картах. Это разные вещи, это разные продукты, это разные команды внутри Гугла, это разные сотрудники техподдержки, разные правила, и они абсолютно не соприкасаются. Это абсолютно разные вещи. То есть то, что у вас проблемы с Google картами, не должно влиять на рекламу. То, что у вас проблемы с рекламой, не должно влиять на Google карты, если там не совсем уж какие-то жесткие нарушения. То есть это разные проблемы. Что касается рекламы, очень редко, ну прям единицы случаев, когда реально дело в IP-адресах в одном компьютере. В основном проблема кроется глубже. Проблема кроется в несоответствии платежных данных, в прошлой истории. То есть бывает, например, человек говорит, вот я ничего не могу понять, у меня абсолютно легальный бизнес, вот я там Иван Иванов, вот моя карта, все хорошо, у меня абсолютно легальный бизнес, я ничего не делал плохого, почему меня там Google нарушает и так далее. Начинаем общение с клиентом, и тут случайно буквально он говорит, ну типа да, в там период коронавируса я продавал медицинское оборудование, там маски без лицензии, меня тогда забанили. О, говорю, так, ну, вас забанили, в принципе, в сервисе как ненадежного контрагента, потому что там очень жесткие были нарушения. Так проблема, говорю, не в том, что у вас сейчас легитимный бизнес, а в том, что Google не хочет с вами сотрудничать, как, в принципе, с контрагентом, какой бы вы бизнес ни открыли. Я не знаю, в чем у вас проблема, но в Google рекламе проблема с IP-адресами, с компьютерами, с какого ты заходишь. Обычно это, ну, типа, очень, даже не второ, а третьестепенно. Поэтому я бы вам рекомендовал все-таки подумать о том, какая может быть... Короче, внимательно посмотреть, какие карты были привязаны, что это за карты, была ли по этим картам история, была ли по этому человеку раньше история, на которого карты, на которого аккаунт. То есть вот эти вещи подумать. Если нет, если там все ок, я бы лично создавал новый аккаунт просто на другого человека. Я бы так делал. Ну, экспериментировать надо, но дело, скорее всего, не в IP-адресе, в других вещах. Но если будете создавать новый аккаунт, конечно же, лучше с нового IP-адреса. То есть там вот такие вот вещи. Это касательно Google рекламы. Касательно Google карт, там, то есть реклама одно, карта другое. Там уже свои правила, свои нюансы. И там они больше беспокоятся как бы состоянием карт как сервисов, чтобы предотвратить ситуацию, когда Google карты как сервис заспамлен бизнесами. Там они борются уже вот за вот эти удаленности, все один и тот же бизнес. Но это как бы две абсолютно разные вещи. И бороться за них нужно по отдельности. То есть одно дело, вас не принимают там авторизацию или что-то на Google картах, другое дело, вас банит аккаунт. То есть вообще их не связывайте. Это разные вещи. Вот, поэтому подумайте, потестируйте, ну и я бы пробовал новый аккаунт открыть. Но на самом деле вот так вот четкого ответа вам, наверное, никто в мире не даст, включая сотрудников Гугла. То есть даже если вы бы сейчас нашли там друга, брата, свата в Гугле, который там самого высокого уровня техподдержка, скорее всего, он вам тоже не даст ответ, потому что там автоматически, то есть там так устроена система, что, грубо говоря, если, то есть какой-то там Джон Смит из Сан-Франциско, который работает в комплаенс-команде Гугла, пометил вас как там неблагонадежного контрагента, забанил ваш аккаунт, то только у команды этого Джона Смита видна причина.
кто бы другой, даже другой сотрудник Гугла, но из другого офиса будет смотреть, у него не будет видна причина. И ему нужно будет эскалировать на Джона Смита, объяснять, почему. Ну, короче, это как бы большой, сложный процесс. И обычно они просто забивают на него. Вот так. Так, Ольга, здравствуйте. Спасибо большое за ваши уроки и Q&A, и вам спасибо, что приходите. Действительно помогает разложить все по полочкам, смотреть на аккаунты более стратегически. У меня несколько вопросов. Мувинг в Канаде. Поехали! Первый. Стратегия для мувинга в Канаде из вашего опыта. Какая стратегия лучше всего работает для мувинг бизнеса в Канаде? Ситуация. Есть компания по провинции Онтарио, Торонто, Оттава и еще 20 городов. Общий бюджет примерно $800 в день. Как бы вы выстроили структуру и типы компаний в таком случае? Структуры и типы компаний выстраиваются под логику кластеров поисковых запросов. То есть вы смотрите поисковые запросы, например, мувинг перевести дом из Торонто в Оттаву, например. Вот вам. Это, то есть, второе, из Оттавы в Торонто. Третье, перевозка по центру Торонто. То есть у вас высокую конверсию вы можете соблюсти только в том случае, если у человека, то есть это очень высококонкурентная ниша, и нужно, чтобы ваш клиент видел прям сквозную релевантность. То есть мне нужно перевести дом из Торонто в Оттаву. Окей, я написал это в Гугле, увидел объявление. Мувин, Торонто, Оттава, там Instant Quote и так далее. Нажал, сразу попадает на посадочную. Торонто, Оттава, сразу какая-то примерная цена. Нажми кнопочку, заполни 3 поля, получи расчет. Или клиент ищет мувинг по Торонто, сразу мувинг по Торонто, нажал, оп, открылась посадочная. Давай рассчитаем, сколько стоит мувинг по Торонто, мы тебе зададим 3 вопроса, нажми Instant Quote и получи уже моментальную оценку. То есть я бы в таком случае не изобретал, давайте так, что я бы делал, если бы я запускал такой бизнес? Я бы не изобретал велосипед, я бы пошел, посмотрел, что делают конкуренты. Я бы посмотрел, какие есть ключевые слова, пошел в планировщик ключевых слов, ввел бы регион, Торонто, Оттава, ввел бы слово moving, посмотрел бы, как люди ищут, потом повводил бы все эти слова сам, посмотрел бы, как конкуренты, что они пишут в объявлениях, наскриншотил бы себе самых красивых, самых хороших объявлений, попереходил бы на все посадочные, посмотрел, как у них релевантность соблюдается, как они квоты дают, как выглядят посадочные. Все бы это себе наскриншотил, в голове нарисовал структуру и потом переходил к оформлению. Вот. Потому что все зависит, то есть понимаете, в чем как бы идея? Люди, они же существуют не в вакууме, они существуют в каком-то пользовательском опыте, который создан вашими конкурентами и вашим рынком. И вам нужно в этот опыт попасть. Потому что, ну, грубо говоря, если мы берем самую лучшую, самую гениальную воронку, которая работала, например, для Сингапура, и просто тупо как есть перемещаем там в Торонто, то не факт, что она будет работать так же хорошо, потому что у людей могут быть другие привычки, другое видение, как должно в этой сфере работать. Поэтому я бы, то есть структурирование, кластеризация ключевых словах по смыслу, откуда, куда и что, и посмотреть, что делают конкуренты. Второй вопрос. Отдельные компании под звонки и под заявки. Могут звонить клиенты, могут оставлять заявки. Имеет ли смысл делать компанию одну только под звонки, а одну только под заявки? Или все в одной? Я бы делал все в одной. Единственная причина, по которой я бы их разносил, если бы была бы кардинально разная конверсия из заявки в клиента. То есть, о чем я говорю? Если, предположим, по звонкам у меня из 10 звонков 9 людей заказывают мувинг. То есть 90% из звонка в клиента. 90%. А из заявки, например, только 3 человека заказывают мувинг. 30%. В таком случае я бы разнес на разные компании, потому что если все будет в одной, оптимизация будет идти под что-то среднее. То есть вот если отличаются цифры после заявки и после звонка, я бы разносил. Так. Окей. Есть.
Третий вопрос. Геотаргетинг для локального мувинга. Как, на ваш взгляд, правильно настраивать геолокацию? Таргетироваться радиусом вокруг города или задавать конкретные zip почтовые коды? Есть ли здесь принципиальная разница с точки зрения качества трафика и результатов? Радиус менее точный. Радиус лучше использовать, когда реально, ну, типа, то есть мы реально обслуживаем в этом радиусе, то есть другим способом не задать. Лучше все-таки через зипы, через название городов будет выше точность. Вот. Ну, там связано, Google же определяет, где человек находится не точно, а по данным от провайдера интернета этого человека. И там есть нюансы определения. То есть, грубо говоря, в идеале, если можно таргетироваться на город, лучше на город. Если нужно на меньше, лучше на зипы. Можно, ну, на радиус тоже можно. Можно комбинировать и на зипы, и на радиус. Вот. Вот такая вот ситуация. Дальше. Вадим. Вопрос. У нас расходы идут на purchase, покупка, плюс звонки, Binotel. Мы подсчитываем стоимость конверсии так. Расход, деленный на покупка плюс Binotel. Получаем среднюю стоимость конверсии. Можно ли посчитать стоимость каждой конверсии по отдельности и как? Можно, Вадим. Отличный вопрос. Часто возникает ситуация, вот как раз это та же ситуация, как когда Ольга спрашивала, а что если разная ценность? Значит, как вы это делаете? У вас в интерфейсе Google Ads есть понятие Custom Column. Custom Column на русском это, короче, специальная колонка. И вы можете формулы написать, что в этой колонке показывать, например, cost, вы прям выбираете переменную cost, поделить, знак поделить, на количество конверсий. А потом заходите в настройку и говорите делить только на количество конверсий типа покупка. Все, это будет цена за покупку. Дальше. Или там cost per conversion тоже есть. Заходите, cost per, там в зависимости от того, как вы отслеживаете, чтобы не получилось, что вы делите одну и ту же сумму на разные два числа. Скорее, я бы сказал, надо не через формулу, а там есть cost per conversion. В общем, все, что касается вот этих custom column, оно в таком в полутестовом режиме из Гугла и очень сильно глючит. То есть при особом желании это можно настроить через вот custom columns. Выбрать, да, cost per CPA, а потом выбрать, по какому именно actions. Одну колонку создать по action покупка, вторую по action звонок. Но оно там будет глючить. То есть оно будет глючить, но хотя бы первое какое-то такое понимание вы получите. То есть это очень узкая тема. Она, вот, кстати, сколько я провожу прямые эфиры, уже года 4. За сотни прямых эфиров это первый раз, когда понадобилась такая штука. То есть это очень редко, очень узко, но такая функция в Гугле существует. То есть Google сам по себе, он как космический корабль. Там можно сделать все, что угодно. Единственное, что 90% функций очень редко используется. Так, Наталья. Цели компании. Модель моего бизнеса. Платформа, на которой семья находит себе помощника для присмотра за детьми, пока родители на работе, студента из других стран. Шаг первый. Семья находит мой сайт. Шаг второй. Семья зарегистрируется, подтверждает почту. Шаг третий. Семья создает профайл. Шаг четвертый. Семья должна купить одну из подписок. Что лучше в данной схеме ставить целью компании? Регистрацию или покупку? Подписок у нас в среднем 20-25. Есть два типа семей. Первые, которые сразу покупают, и те, которые покупают через месяц. А есть те, которые через полгода. Так как у нас стартап, то бюджет в день не может превышать 15 евро. Как с таким бюджетом быть? Делать акцент на регистрацию, а потом тех, кто не купил, добивать письмами. Или несколько компаний с разными целями. Значит, смотрите, с таким бюджетом однозначно на регистрацию. Однозначно. Если вы сделаете цель покупкой, а покупки у вас, вы говорите,
часть сразу покупают, а часть через месяц, а часть через полгода, а, то у вас не будет оно оптимизироваться. У вас будет слишком мало, у вас и конверсии будет недостаточно для вообще какой-либо оптимизации, какого-либо анализа. Поэтому только на регистрации, по-любому. А, и это, кстати, актуально для многих бизнесов, когда вот есть, видите, несколько ограничений. Ограничения по бюджету, ограничения по длительности, слишком длинное действие, и ограничения по важности действия. То есть, смотрите, по умолчанию я бы делал на регистрацию, на первый шаг. Но в какой-то момент, может это будет через неделю, может через месяц, может через год, вы столкнетесь, Наталья, с ситуацией, когда у вас начнут появляться регистрации, много регистраций, но покупок не будет. Это означает, что к вам начали приходить там боты, нерелевантные юзеры. И вот тогда, я надеюсь, это случится попозже, пока успеет какое-то обучение пройти, тогда нужно будет на один шаг сдвинуть. То есть сейчас у вас, например, мы считаем регистрацию, первый шаг конверсии. Если попрут фейковой регистрации, сдвинуться на один шаг и считать конверсией подтверждение телефона, подтверждение имейла. Если и тут попрут фейки, маловероятно, но если, тогда сдвинуться еще на один шаг, считать заполнение профиля. Вот такая вот примерно логика. Александр, добрый день. Так, в своих лекциях вы шикарно рассказываете о рекламных кампаниях, но никогда не касаетесь вопроса, как понять, что есть спрос на данные услуги или товары. Если спрос ограничен, сезонный рынок вообще не съедает столько товаров в данной категории, тогда никакая реклама не воскресит торговлю. Есть ли какие-то либо способы диагностики спроса перед запуском определенной рекламной кампании? Ну как не касаюсь? В планировщик ключевых слов фактически это косвенный спрос. Планировщик ключевых слов показывает нам, сколько людей ищут тот или иной запрос, какая есть динамика по месяцам, по сезонам, и мы четко видим, если мы хотим спрос общерыночный, Google Trends есть инструменты. Если мы хотим спрос там какой-то персонализированный, ну, наверное, консалтинговые компании нужны, которые в поля пойдут и будут считать нам спрос. Есть, планировщик ключевых слов показывает нам, сколько людей ищут. А дальше включается, к сожалению или к счастью, в бизнесе все относительно. То есть я как предприниматель, я вижу, например, что там 1000 человек ищет какой-то запрос. Я знаю своих конкурентов, я вижу, сколько из них показывает рекламу. Кто-то скажет: "О, 1000 класс, у меня всего 2 конкурента, нам всем достаточно". Кто-то скажет: "Нет, 1000 людей, которые ищут, это вообще ничто, и нет никакого смысла тут толкаться с нашими 2 конкурентами". Все зависит от. И одна и та же ниша в разных странах может отличаться. И в одной стране 2 разные ниши могут отличаться. И даже одинаковые ниши в одной стране, но по разным, регионам или по разным запросам могут отличаться. Вот тут-то искусство предпринимателя взять куски информации из рекламных платформ, из реальной жизни, из рынка, от поставщиков, от конкурентов. И в голове у себя понять, будет спрос или не будет. Это, оценка спроса, знаете, как, я вам расскажу, как рекламщики оценивают спрос. Вот когда, вы приходите к какому-то крупной компании, занимающейся рекламой, я говорю, очень крупной, и они вам дают отчет: "Мы считаем, что спрос на ваш продукт, там 375 тысяч заказов в год". Знаете, как они берут? Это они тупо гуглят, например, им надо узнать, какой спрос там на такой-то продукт, ну, скажем, там, в Венгрии. Они гуглят, сколько в Венгрии покупают там чайников. Нет такой инфы. Окей, сколько в Румынии покупают чайников? Нет такой инфы. Сколько в Чехии покупают чайников? Находят какое-то исследование рынка, где написано, что в Чехии покупают 10 тысяч там чайников в месяц. Дальше они берут и смотрят население Чехии, население Венгрии, ВВП Чехии, ВВП Венгрии и прикидывают: ага, если эти в 3 раза меньше,
то они в 3 раза меньше чайников покупают. Вуаля, на тебе оценка рынка, все, поехали. А ты потом берешь эту оценку, а ничего не срабатывает, нету таких объемов, или наоборот, они больше. Вот именно поэтому мое тут мнение, что только человек, который работает внутри бизнеса, может этот спрос понять, учитывая десятки разных факторов, а не один источник информации. Но с точки зрения рекламы, для вас источник информации – это планировщик ключевых слов. С точки зрения общего поискового объема можете подключить еще Google Trends. Вот. Денис, какие маркетинговые триггеры допустимо использовать на сайте детской одежды премиум лакшери сегмента для конверсии холодного трафика из Google Ads, не разрушая восприятие бренда как премиальное и не создавая ощущение масс-маркета? Я бы работал с триггерами эксклюзивности, то есть доступы к эксклюзивной презентации коллекции. Ты заходишь, вот зайдите на сайт Брунелло Кучинелли, Лора Пиано, Китон, и посмотрите, они они не дают скидку 10% за рассылку, они говорят, оставь имейл, и ты первый узнаешь о анонсе новой эксклюзивной коллекции. Они не дают скидки, они показывают ограниченность. Осталось 2 экземпляра в этом размере или вообще не осталось. То есть они создают эксклюзив, ограниченность и чувство fear of missed opportunities, чувство потерянных возможностей. Когда тебе что-то нравится, они говорят, ну, типа, смотри, осталась 1 штука на складе, например. И дальше мигает там, еще вот это работает там. Сейчас там 3 человека смотрят эту страничку. Или этот товар выпустился тиражом 100. А еще хорошо работает ограниченный тираж и распродаж. То есть вы говорите, продано уже 90. Не просто говорите, 2 на складе осталось. Потому что когда вы говорите, что 2 на складе осталось, у человека сразу мысль, ну окей, через неделю зайду, склад обновят. А если вы говорите, что продано 99 из 100, это четкий сигнал, что пошито всего 100 и продано 99. Это совсем другой уровень сигнала. Если ты сейчас не купишь, то другой купит. То есть вот туда рыть. И эксклюзив, то есть через контакты бы я брал через эксклюзивные распродажи, если они есть, доступы к новым коллекциям, вот через вот такие вот вещи. Ну, ясно, никаких 10% скидка, ну, типа, это все фигня. Это тут не работает. Это может сработать, если вы получили у человека контакт, и через какое-то длительное время вы говорите, там, уникальное событие. У нас там остатков слишком много, и мы делаем однодневную флеш-супер акцию со скидкой 30%, чтобы распродать старые запасы. У вас там доступ через 18 часов 3 минуты откроется и закроется через 24 часа. Вот такие вот всякие вещи. То есть вы создаете чувство толкотни, типа, блин, я хочу успеть, это уникальное событие, я хочу в нем поучаствовать. Вот. В премиальных нишах я всегда советую найти себе пример для подражания. То есть найдите бренды, маркетинговые стратегии которых вам прямо вот нравится. Ну, от уровня что тоже зависит. Там. Если, грубо говоря, там начальный премиум, посмотрите, как Prada себя продает, Gucci, Chanel. Если там средний премиум и сдержанный премиум, посмотрите, как Eton, Sunspell себя продают. Если премиум, Лора Пиано, Брунелло Кучинелли, Китон как себя продают. То есть найдите себе 3-5 таких кумиров по маркетингу и зарегистрируйтесь на все их письма, все их рассылки, все их соцсети. И прямо смотрите, как они ведут стратегически. Не какие они посты публикуют, а как они доносят мысли в своих рассылках, постах, на сайте. Вот эти вещи. Так, Кирилл. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Есть ли цель увеличить выручку нашей фирмы в Словакии на 100% за 12 месяцев, не просаживая качество?
Выручку увеличить. Окей. Услуги электрика на стройках. B2B. Плюс бурение в стенах, быстрые заявки через Google Ads. Какую систему роста вы бы построили на ближайшие 90 дней? Что именно вы бы выбрали как главный рычаг? Ну, я человек простой. Если сказали увеличить выручку, вы ж про прибыль промолчали, да, увеличить выручку, то, ну, тупо больше рекламы. Я думаю, кроме выручки вам еще и прибыль важна или хотя бы маржинальность сохранения. Ну, это условие. Я буду предполагать, что с сохранением маржинальности. Что вы не под продажу готовитесь, и вам просто revenue вырастить, чтобы мультипликатором его умножить, а вы именно смотрите на сохранение маржинальности. Чтобы я бы подумал, как я могу, как, значит, вы сейчас продаете фактически просто тебе нужен электрик, мы придем сделаем, да, тебе нужна дырка в стене бурения, мы тебе сделаем. Я бы посмотрел шире, в каких случаях нужны дырки в стене. И подумал бы, как мне охватить людей, которые ищут не бурение стены, а которые ищут пока что, например, установка хит-памп, насоса теплового, установка там, солнечных батарей, установка какие-то действия, которые предшествуют бурению, и в которых обычно бурение выполняется не основным подрядчиком. Ну, то есть кондиционеры, обычно там небольшие отверстия, там бурят сами установщики. Если какие-то сложные вещи, там канализацию проводят или там тепловые насосы, часто основной подрядчик говорит, мы не делаем отверстия в стене, заказывайте где-то отдельно. И вот я бы посмотрел вот про брейншторминг, наши клиенты, для чего они эти отверстия делают, и посмотрел бы туда, то есть на один шаг раньше спустился. А во-вторых, я бы эту услугу как бы продуктизировал, чтобы она выглядела как такой очень простой. То есть, грубо говоря, я бы сделал для человека или для бизнеса максимально простой заказ этой услуги. То есть а-ля калькулятор, календарь, человек выбирает дату, время, Apple Pay, там предоплату оплачивает или какую-то стоимость брони, и все, он знает у него, то есть он за 3 клика бронирует на определенное время приезд бригады. То есть я бы посмотрел, как максимально снизить трение, то есть как универсализировать эту услугу, чтобы она, ну, вообще, вы знаете, как от зубов отлетала. И чтобы первая оплата случалась сразу же на сайте, хотя бы там несколько десятков евро за бронь. Даже вы говорите возвращаемый, просто за бронь. И я бы сделал сразу конверсию, вот этот факт оплаты, посещение странички «Спасибо после оплаты». Дальше агрессивно рекламу обучал на вот эту цель. А по поводу электрика на стройках B2B, тут не знаю, честно. Я не строитель, поэтому я не знаю, какие функции выполняет. Зачем, я не понимаю, зачем вообще электрик на стройку приглашать. Я думал, на стройках свои электрики есть. Наверное, их нету. То есть тут как бы нужно долго и глубоко думать на консультацию. Если хотите, приходите, вместе подумаем. Но сходу не соображу. Ну, тут не подскажу явно. Точнее, нет, подскажу, но не в формате вопрос-ответ. Это как бы на консультацию. Такого об'єму запрос надо виносити. Віталій. Вітаю, Ігор, захоплююсь вашою залученістю і досягненням вивчення та впровадження AI-маркетингу. Дуже дякую, Віталій, за зворотній зв'язок. Днями дізнався, що коли на сторінці сайту вставляти текст, написаний AI, може змусити багато непотрібного коду. Я перевірив, за ці роки я насмітив цим кодом на сотнях посадкових сторінок. SEOшники кажуть, що це не дуже велика проблема, бо Google важливий зміст. На вашу думку, значить, давайте так, розділяємо. На Quality Score це не повлияє ніяк, скоріш за все. На SEO може повлияти. Я використовую абсолютно у 100% випадків завжди, от є Ctrl-C, у мене Mac, Command-C, Ctrl-V, я в 100% випадках використовую Command-Shift-V. Вставка тексту
без форматування. Завжди, абсолютно. Я вам раджу таку ж звичку подивитися, якщо у вас вінда на вінді, як вставити текст без форматування. Я думаю, що це Ctrl-Shift-V. І завжди користуватися тільки цією комбінацією. І тоді текст завжди вставляється без жодних оцих от HTML-кодів. Тобто тут дуже простий лайфхак. Так, Дима, добрый вечер. Добрый. Как лучше сделать? Есть две группы похожих товаров. Как сделать структуру Performance Max компании? Сделать две разные компании, в каждую сделать 3 группы объектов на широкую ремаркетинг по сегменту, или сделать одну компанию и там сделать 3 группы объектов и объединить эти товары. Смотрите, тут ключевой к вам вопрос. Товары-то могут быть одинаковые, а вот одинаковые ли аудитории людей, которые ли эти товары покупают? То есть, грубо говоря, у нас могут быть генераторы на 2 киловатта и на 5 киловатт. И то генераторы. И товары это плюс-минус одинаковые. Но на 2 киловатта покупают домой, на 5 киловатт в кафе, в офисе. И это абсолютно разные категории людей, абсолютно разный будет таргетинг, и алгоритм должен обучаться абсолютно по отдельности. То есть в таком случае 2 компании. Если же люди, которые покупают обе категории товаров плюс-минус одинаковые, все в одну. То есть вы смотрите не насколько одинаковые товары, а насколько одинаковые люди, которые эти товары покупают. То есть вы глубже смотрите. Вот. Угу. Поэтому это вы по компаниям решайте. Ну, а внутри группы, да, как вы говорите. Окей, Олег. Олег, в моей нише основной конкурент в поиске имеет 3 своих сайта. На 2 из них фото и имя их руководителя, что однозначно подтверждает, что это 2 сайта одного и того же бизнеса. 3-й сайт связать невозможно, только если оставить заявку. Она попадет в единый отдел продаж. Как посоветуете поступить в такой ситуации? Чтобы конкурировать наравне, мне тоже создать еще 1-2 сайта или написать жалобу в поддержку Google. Смотрите, я вам на 2 уровнях расскажу. На уровне как бы таком, знаете, как правильно, конечно же, написать жалобу и самому законы не нарушать. Реальный мир, он другой. В реальном мире Гуглу глубоко наплевать на ваши жалобы. Вообще глубоко наплевать. Google реагирует на жалобы о монополизации, то есть жалобы по монополизации выдачи они есть, Google за них банит, но только если там Сатурн в Юпитере, то есть это нечастое явление. Вот когда спрашивают, а можно мне создать несколько сайтов, я говорю, можно. И, скорее всего, они даже много лет просуществуют без проблем. Но в один момент, когда-то сойдутся звезды, несколько банов. То есть, как обычно происходит? Я вам просто вот открываю двери. Я же общаюсь регулярно, у меня в Гугле уже множество знакомств в американском. Как это происходит обычно? Если человек в Гугле проработал больше года, он начинает забивать на все на свете. То есть вот все мои знакомые, кто работает в Гугле, они вообще не утруждаются. Мы там вот в Сан-Франциско, когда я бываю, всегда встречаемся, довольно высокопоставленный сотрудник Гугла. Мы с кофе пьем полдня, по Сан-Франциско гуляем. Он говорит, тебе на работу не надо? Он, да не, говорит, я же в Гугле работаю. В Гугле не надо работать. Ну, это абсолютная правда. И если к такому сотруднику попадает ваша жалоба, он не станет ей заниматься, он просто ее отклонит. Но когда человека берут в Google только на работу, первые 3 месяца он полон энтузиазма. Они даже называют, у них там есть название какое-то, newbie период. Они, короче, называют этот период 3 месяца, когда человек там всех напрягает своей активностью. Подходит, грубо говоря, к дедушкам, кто уже 2 года работает, начинает им рассказывать, жалоба поступила, давай кого-то забаним. Они говорят, иди делай, что хочешь, иди бань. И вот если жалоба попадет такому человеку, он из своего энтузиазма забанит. То есть тут такая вот лотерея фактически. Я бы исходил из факта, что, скорее всего, Гуглу на ваши жалобы будет пофиг. Поэтому я бы делал в таком случае, тоже монополизировал выдачу, тоже этим занимался. Только делал бы умнее, не как он. Одно и то же фото, одно и то же имя. Я бы все-таки безопасно делал. Разные сайты с разным дизайном, с разными данными. Смотрите, тот факт, что заявка попадает в один
отдел продаж в принципе недоказуем. Google не станет звонить, оставлять заявку, проверять, в какой отдел продаж она попала. Более того, практика аутсорсинга отдела продаж абсолютно легальная бизнес-практика. И это вполне может быть просто аутсорсинг, отдел продаж на аутсорсе. Поэтому это вообще не повод. В вашем случае я рекомендую разные сайты с разными оформлениями, не пересекающиеся, и пусть себе в один отдел продаж идет. Это уже не проблема. Вот. Параллельно можете написать пару жалоб, но как бы 90% вероятность, что эти жалобы будут просто проигнорированы. Особенно сейчас. Вы же видите, что сейчас происходит с Гуглом. Если на вебах моих последних не были, я в 2 словах сейчас скажу. Сейчас идет гонка искусственных интеллектов. У Гугла задача номер 1 перегнать все остальные, потому что это вопрос выживания. Если Gemini от Гугла не станет искусственным интеллектом номер 1 в мире, Google через 5 лет умрет. То есть это на уровне больших компаний, у них задача просто тупо стать лидером. И они станут, я уверен в этом. Они уже с Apple подписали контракт, что на Apple девайсах будет Google Gemini стоять. То есть это гигантский шаг на самом деле. Вот. То есть их задача сейчас очень-очень-очень много денег влить в Gemini, чтобы максимально захватить рынок. Откуда берут деньги Google как корпорация? Корпорация Alphabet Incorporation. Все деньги, вся прибыль приходит из рекламы. Их задача сейчас доить рекламодателей. Они сейчас полностью все свои резервы, если раньше у них были техподдержка, они техподдержку сейчас перевели на отдел продаж. И вот поставьте плюсик, кому за последние несколько месяцев или даже недель звонили, писали из Гугла. Они прямо уничтожают звонками, письмами, используют всякие там срочно, непременно, прямо сейчас. Раньше же такого не было. Раньше раз в полгода звонили и все. А сейчас они каждую неделю, каждый там пишут что-то, звонят что-то. Почему? Потому что им поставили наверху сейчас стратегическую цель. Сделать все, чтобы прибыль выросла. Вот все, что хотите, но чтобы прибыль выросла. И в этих условиях они мобилизировали все свои силы на продажу новым клиентам, реактивацию старых клиентов и повышение бюджетов существующих клиентов. Все остальное, монополизация выдачи, все ушло на второй план. Поэтому вот сейчас такое время, когда они не будут на эти все запросики реагировать. Просто по причине, что у них, как у корпорации, другие приоритеты. Так, вопросы в форме закончились. Теперь перехожу к вопросам в чате. Florida Swim Center. Hello, Igor. It's great to hear that we are having live chat. I launched YouTube campaign. How long do you usually wait for really good leads? It depends. I don't know, but by the way, if you speak Russian or Ukrainian, I suppose you speak only English, so I will answer in English. I don't know, honestly, in your particular case, because I didn't see your landing page. It all depends on landing page. If your landing page attractive enough, smooth enough to convert leads, if you use best practices, if you did all preparation in order to create the best possible landing page, in this case, it would be like days. In 2 days, you will have a leads. If you have like mediocre landing page, if you have not so good user experience on this landing page, I would say never. So it all depends only on your landing page. Так, ДРМ, как вы считаете, какой вид Google рекламы самый эффективный в разрезе деньги на результат? Бизнес, строительные услуги. Search, однозначно поиск. Однозначно. Особенно такие вот специфические ниши, строительные услуги, поиск. То есть все, что YouTube, Performance Max, это все дополнение. Основное это поиск. Дальше. Виктор Байк. Настроена реклама, работает клик-рейт около 15-30%. Нужно ли через время менять тексты? Текст описывает преимущество или оставить? Ведь если клиент купил, то не важно, что он будет видеть. Вы смотрите не на клик-рейт, а на стоимость конверсии
и на количество конверсий, устраивают ли вас эти цифры. Смотрите, если у меня офигенная конверсия, реклама масштабируется, лид дешевый, то мне глубоко все равно на клик-рейт, на CTR. Я вам приведу очень простой пример. Предположим, я продаю, вот уже генератор упоминал, промышленный генератор. Промышленный. Только для промышленности. Если я буду ориентироваться на высокий CTR, на высокий клик-рейт, я буду писать объявление вида «широкий выбор генератора для всех». И в эпоху отключения света, например, в Украине, я получу кликабельность CTR там 50%. То есть бомба, объявления самые лучшие в мире. Но конверсия в продажу будет просто мизерной. Потому что люди будут заходить, видеть промышленные генераторы размером, с дом и уходить. Но клик-рейт великолепный. То есть в грудь можно себя ударить, сказать, я же классное объявление написал. Или я напишу объявление с текстом «Промышленные генераторы от 10 тысяч долларов». Сразу в объявлении. Клик-рейт какой будет? 2%. Потому что большинство людей типа вообще не для меня. 2%. Но потом эти 2% будут заходить и покупать, оставлять заявки. То есть неважно в современном... Клик-рейт подходит для сравнения. Сравнить, какое объявление лучше конвертит. И то при прочих равных. Нельзя смотреть на него только как на один параметр. Вы его берете во внимание с учетом всех остальных. Вопрос. Реклама настроена на ценность конверсии. Привлечение бюджета не вижу особого увеличения кликов. Больше нету лидов онлайн? Вполне вероятно. Вполне вероятно. Проверьте планировщиком ключевых слов, какой вообще объем вашей ниши. Вполне вероятно, вы просто достигли какого-то лимита. Ирина, есть ли у вас документ типа паспорт проекта? Куда сохранить те наработки, которые мы собираем с помощью промптов при Куда сохранить те наработки, которые мы собираем с помощью промптов при настройке Google Search Formula? Но я предполагаю, что при настройке Google Search Formula все диалоги, они промежуточные. Правильно? Чтобы создать нужный контекст и его уже обсуждать. Если вам нужно сделать из этого постоянную память, то пойдите в ваш чат Google Search Formula и скажите, что из всего, что мы обсуждали ранее, сформируй для меня самые важные идеи для сохранения на постоянной основе. То есть вот, примерно так. Так, і Богданов. Доброго дня, мене звати Ігор, тьоска, приємно. Вчора був на ефірі система AI-маркетингу, реєструвався, але в мене 2 дня немає світла, все потухло. Може, є можливість подивитись запис? Є, напишіть, будь ласка, Ігор менеджеру і допоможуть вам, скинуть запис. Напишіть в Telegram, школа Ігоря Євіцького, в цьому є, в каналі в нашому вони є, вони всюди є. Якщо не знайдете, не знаю, десь під уроком чи десь, коротше, кудись напишіть, вас зв'яжуть. Так, Галсалпру. Бюджет в стране 45 миллионов человек был от 1000 до 1500 евро в месяц. До 300 тысяч евро в месяц. Окей. По сравнению с другими странами с меньшим населением, продажи стоят 300 тысяч евро в месяц или 300 евро, я вот тут не понимаю. CTR около 10-15%. Рейтинг объявлений по Google хороший. Нет спроса. Ну, вы знаете, население и бюджет – это вообще вещи уж очень относительные. Потому что у меня есть клиент, который в Сингапуре, посмотрите население Сингапура, в Сингапуре тратит $1,5 миллиона в месяц на рекламу. $1,5 миллиона в месяц на рекламу в Сингапуре. То есть население и бюджет – это вообще из разных опер, потому что в разных нишах будут разные стоимости клика, платежеспособность. То есть я бы вообще не брал для ориентирования даже населения. А взять какую-то там, я не знаю, африканскую страну, там может быть население 200 миллионов, в Нигерии, по-моему, 200 миллионов,
а там попробуй что-то вытащи из рекламы. Очень сложно. Ну, я имею в виду средний высокий сегмент. Ну, я бы смотрел не на население и бюджет, я бы смотрел количество. То есть, ну, для меня какие факторы? Это по планировщику ключевых слов, сколько людей ищут эти запросы, и есть ли конкуренция. Если конкуренция есть, значит, скорее всего, это выгодно делать рекламу. Если конкуренции нет, то это вопрос, почему ее нет. Вот. Нет спроса тогда. Так, Нарина. Здравствуйте, я запускаю приложение в App Store и Google Play. Вижу в YouTube рекламу приложений и фото QR-код. Скажите, чтобы люди запускали. Есть смысл в этой рекламе? Есть, однозначно. Это называется Campaigns for Applications, кампании для приложений. В них есть смысл. Они очень минимально настраиваемые. Там просто приложение, география, объявления. И то не объявления, а ассеты. Очень все минимально. Поэтому смысл однозначно есть. Тестить я бы 100%. Я бы, наверное, в первую очередь, если бы я запускал приложение, я бы тестил эти типы компаний. Бюджет зависит от страны, от ниши. Если вы запускаете какое-то масс-маркет приложение в Узбекистане, то вам хватит $10 в месяц. Если вы запускаете приложение по бронированию частных самолетов в Америке, ну, с $1 миллиона в месяц, я думаю, надо начинать. Вот, примерно так. От $10 до $1 мільйона в місяць. Так, Наталя, чи має сенс використовувати KLAI для інтернет-магазинів? Ні, абсолютно. Фейкових замовлень немає, є скликання, боти тощо ні. Абсолютно немає жодного сенсу. KLAI – це сервіс виключно для бізнесів, де є ліди. В інтернет-магазинах зазвичай є продажі. Там він не допоможе ніяк. Так, интересно, Сизи, если вваливают деньги в ИИ для поиска, значит ждать скоро ИИ Ads? Так уже появилось. Почитайте новости. Позавчера OpenAI объявил о создании ChatGPT Ads. Ждите. Пока только в Америке, пока только для избранных рекламодателей, но уже ChatGPT Ads создал. Grok Илона Маска, тоже система искусственного интеллекта, они уже 2 месяца как Ads запустили. Будет? Конечно, будет. Это как бы, это в принципе это невозможно этого избежать. Реклама появляется, ну это закон рынка, реклама появляется там, где есть деньги. Все. Вот раньше люди ходили на базары в средневековье, на рынки, там были деньги. Начала появляться там реклама. Платили мальчикам, которые стояли и кричали: лучшие окорочка в городе. Потом люди как бы по домам в интернете появилась реклама. Сейчас люди в искусственном интеллекте, деньги там. Там будет реклама. Поэтому это как бы вообще 100%. Так, вопросы закончились, друзья. Если есть еще вопросы какие-то, то пишите в чат. Ну, а если нет, то будем с вами прощаться. И да, кстати, очень важный момент. Очень важный момент. Хорошо, что вспомнил. Значит, друзья, есть просьба. У кого реально классная, интересная история. Значит, мы собираем отзывы, мы собираем истории учеников. Если у вас есть какая-то связанная с рекламой, с бизнесом история, когда реклама вам как-то помогла, курс, возможно, один из курсов помог, вот что-то вам помогло, классная история, классные результаты, просто хотите поделиться, то мы сейчас делаем акцию, мы запускаем за отзыв, вы заполняете анкету, за отзыв наши специалисты делают экспресс-аудит вашей рекламы. То есть логичный обмен. Вы тратите свое время, даете нам отзыв, какую-то свою историю, а мы вам даем экспресс-аудит, наш специалист делает. Я сейчас ссылочку кину в чат. Вот, ссылочку в чат. По этой ссылочке анкета, имя, имейл,
чем занимаетесь и так далее. После анкеты с вами свяжется Женя, наш куратор, специалист по по работе с клиентами, и согласуют с вами этот формат. И, друзья, у кого есть прям что-то очень крутое и интересное, можете писать мне в личку, можем сделать интервью. То есть вот на YouTube-канале моем посмотрите, там есть плейлист интервью. Я брал интервью с многими уже учениками, вот с Натальей Лукьяновой, у нее брал интервью, у Джозефа брал интервью, Сергея брал интервью, Евгения, одного, второго. Много интервью, которые, они как бы, ну, они очень вдохновляют других, это первое. То есть реально, когда человек видит успех другого такого же, как он, предпринимателя, фрилансера, специалиста, у него, ну, как бы очень сильное желание двигаться дальше. То есть это реально крутое вдохновение для других. И это для многих, для вас тоже крутая реклама, как бы показать ваши сильные стороны. После таких интервью обычно там и клиенты новые появляются. То есть если вы или фрилансер, или просто даже бизнесмен, предприниматель, и есть какие-то классные истории, классные рекламные результаты, пишите, запишем с вами интервью на YouTube-канале, и будет круто, думаю. Вот. Поэтому можете или Евгению по поводу интервью писать, или мне в личку можете писать. Так, дальше. Еще 3 вопроса, давайте, появились, 4. Отвечу и будем тогда расходиться. С января 25 по январь 26 CTR упал. Поможет ли создание новой РК? Сейчас прохожу я search-форму. Тут вопрос, почему он упал. Он мог упасть вследствие того, что Google ввел за этот год AI результаты поиска, и реклама отодвинулась вниз. И он, в принципе, упал везде. То есть тут вопрос к вам следующий. Кроме CTR, ухудшилось ли что-то еще? Стоимость конверсии, конверсия, количество. Если нет, забудьте. Если да, тогда уже надо рыть, искать. Так, Ольга. Клиент гранитные столешницы для кухни США. Локальный бизнес. Сайт на Shopify. Хотя сайта продаж нет. Что лучше, переделать сайт или оставить и доработать Shopify? Обычно полное отсутствие продаж дело не в сайте. Сайт, я бы сказал, нужно переделывать, когда продажи есть, но низкая конверсия, какие-то трения. То есть когда полностью нет продаж, обычно дело в маркетинговой стратегии в целом. То есть или неправильным людям показывается рекламу, или неправильные мысли передаются в рекламе, или неправильно идет продажа на сайте. То есть я бы переделывал сайт только в том случае, если уже бы были результаты, но они были бы где-то очень плохие. Вот. Поэтому что бы я в вашей нише, в вашем случае делал? Я бы пошел и посмотрел на конкурентов этого клиента. Взял бы 5 конкурентов, которые тоже продают гранитные столешницы для кухни в США. Посмотрел, как выглядят их сайты, какие там есть элементы. Оставил бы там заявки, посмотрел, как проходит процесс оставления заявки. И сравнил это все с сайтом клиента. Скорее всего, там проблема совсем другого уровня. Не в платформе сайта, а в принципе в концепции, скорее всего. Так, с чем может быть связано такое падение CTR? Это уже отвечал. Так, друзья, больше вопросов нет. Ссылка, вот она, вот тут вот в чатике, ссылка на Google форму. Если отзывы крутые за аудит, приходите и будем с вами обмениваться. Если есть идеи для интервью, пишите мне или Евгению, куратору, кому захотите. И вон код 2TH пишет, секунду. Пишите, ждем еще минутку. И будем расходиться. Да, друзья, финально давайте. Все, кто хочет задать вопрос, пишите вопросы финально. И будем уже финалить. Потому что у вас было как минимум 59 минут, чтобы написать этот вопрос. Так, мы электрика плюс бурение. Мы не электрик на вызов.
заходим как подрядчик на крупные коммерческие объекты и делаем внутреннюю электрику под ключ по этапам, от старта до сдачи по проекту. Наша цель — увеличить объем, то есть забирать максимум строек и быть локальным подрядчиком для крупных фирм. В перспективе хотим масштабироваться, делать не только электрику, а брать с. В этом плане, что думаете, какое ваше видение на этот счет? Подрядчик на крупные коммерческие объекты, делать внутреннюю электрику под ключ по этапам. Ну, это задача со звездочкой. Ее только лишь рекламой не решишь, потому что тут я бы в первую очередь смотрел, кто принимает решение и какое намерение у того, кто принимает решение. То есть, образно говоря, если это страна там Украина, Казахстан, Молдавия, то там важнее интерес того, кто принимает решение. Там рекламу нужно даже, можно, ну, как бы не прямо это упоминать. А, Если мы говорим про западные рынки, и опять же, цифровизация рынков. В Америке это может быть даже LinkedIn Outreach. То есть многие коммерческие крупные фирмы широко представлены в LinkedIn. Это может быть LinkedIn Outreach, это может быть Outreach — это холодные письма. Это может быть индивидуальные контакты там через имейлы, то есть есть же множество сайтов там, которые позволяют вам так называемый скрапинг осуществить или парсинг, Apollo, например, на котором вы можете найти все контакты людей. Поищите сайты, которые собирают сервисы для cold outreach services. Вы говорите, например, я работаю там в штате, не знаю, Калифорния, мне нужны HVIC подрядчики, оно вам дает список, платите денежку, и оно вам находит все их контакты. Вот. Ну а дальше вопрос — это уже искусство. Я бы, наверное, вот если бы у меня была такая задача, я бы, наверное, не делал бы этого сам. То есть вот я просто вижу, как каждый день мне в LinkedIn пишут десятки каких-то чуваков, которые мне что-то пытаются продать. В имейлы мне приходят тоже десятки, которые мне тоже пытаются что-то продать. По телефону у меня в британском справочнике компании «Мой телефон» мне звонят тоже десятки каких-то чуваков, которые мне пытаются что-то продать. Я тупо всех их игнорю. Но иногда пробиваются такие, на которых я обращаю внимание. Уж очень оригинально они делают. И я бы, если бы у меня стояла такая задача, я бы точно не решал ее сам. Я бы нашел эксперта по cold outreach через LinkedIn, эксперта по холодным звонкам, холодным контрактам, заплатил бы ему там, не знаю, сколько такие эксперты берут, там несколько тысяч евро за стратегическую консультацию, возможно, нанял бы его, но сам бы точно не делал, потому что вот эта вот грань, то есть в случае с масс-маркетом, в случае с B2C сегментом ты можешь тестировать, у тебя полно людей, ты можешь что хочешь делать. Когда речь идет об ограниченном числе потенциальных клиентов B2B ниша, каждый ваш осечка, каждый выстрел, который не попал в цель, отдаляет вас от цели. То есть там нельзя, у вас нет права на ошибку, на тесты, а давай так попробуем, а давай так, потому что после неудачных холодных звонков вас вообще могут там заблокировать и сказать, с этими вообще никогда в жизни не работай. Я бы искал специалистов по B2B outreach, по B2B поиску клиента в вашей стране даже или в вашем регионе и платил бы деньги однозначно. То есть это та экспертиза, которую быстрее, проще и дешевле получить от другого человека, чем тестировать в рекламе. Тут даже не в деньгах вопрос, а во взаимоотношениях с потенциальными клиентами. Поэтому однозначно я бы нанимал человека, который это знает и который имеет опыт в этом регионе, знает психологию этих бизнесов. Благо таких
Мне кажется, в каждом регионе вот этих специалистов, там, консалтинг, B2B консалтанты, их полно. Вот так. Все, друзья. Всем пока. Приятно было с вами, как всегда, пообщаться. Увидимся с вами на следующих сессиях. Вопрос-ответ. Всем пока.